Друзья, перед тем, как начнется видео, хочу сделать небольшое объявление. У меня 10 марта стартует бесплатный курс для новичков по анимации и риггингу. Мне нужно небольшое количество людей, это там от 3 до 5, ну, если будет очень огромное желание учиться, может чуть больше, я смогу расширить группу, чуть больше количество людей. Мне это нужно для наработки моего опыта, и в дальнейшем я буду уже преподавать курс продвинутый и также по моделированию, и по анимации тоже. Но сейчас мне нужно именно как тестовая группа, поэтому добавляйтесь в группу в Телеграме, и там очень-очень маленький легкий тест, который вы довольно легко пройдете. Этот тест даст вам возможность понять вообще, ваше это, интересно ли вам это. И, ну, в общем, заходите в группу и смотрите дальше видео. Давайте вернемся к видео. Хочу сегодня показать вам динамику твердых тел. Существует динамика мягких тел, например, как симуляция ткани, у меня есть на канале. Там жидкости, волос, как я уже показывал. Вот. Но сегодня мы именно будем разбираться с твердыми телами, а именно разрушение. Вот, смотрите, давайте сразу сделаем такой как бы кирпичики такие, которые у нас будут участвовать во всем этом. Не будем сильно высокодетализированно использовать объекты, потому что динамика в Maya на самом деле, стандартная динамика, работает не совсем так, как в Houdini, к примеру. И она довольно сильно тормозит, но для наших базовых потребностей, в принципе, будет достаточно. Ну и, возможно, вам придется по душе она, и вы захотите глубже копать в эту отрасль. Потому что есть понятие кэширования, бейкинг, и на самом деле все эти вопросы производительности можно решить. Так, ну, построили такую стену. Давайте в центр для красоты. И сделаем то, что будет разрушать. Например, вот такой куб. Поставим где-нибудь вот так его. Примерно. Тоже зафризим. И что нам еще надо? Нам еще нужен пол. Ну, пол — это то, от чего у нас это все дело будет отскакивать. Смотрите, есть понятие, если мы перейдем в раздел FX, зайдем в Fields and Solvers, это силовые поля, тоже потом покажу их. Есть такое понятие, как Active Rigid Body и Passive Rigid Body. Вот Active — это то, что взаимодействует именно активно в сцене, то, что летает, там врезается. А Passive — это, по сути, пол. То есть он может принимать на себя коллизии, но он не будет там падать, проваливаться. И он будет статический, но при этом он будет именно отрабатывать физику. Ну, а есть еще объекты, которые вообще не Active и не Passive. Тогда сквозь них, конечно же, все объекты будут проходить насквозь. Вот. Ну и давайте начнем с того, что вот этим кубиком назначим Active Rigid Body. Просто кликаем и все. Вот мы видим, что назначились. Теперь что? Когда каждый кубик, который мы выделим, мы видим, что вот здесь назначена нода Rigid Body, и каждая нода имеет свой нейминг. То есть у нас их много в сцене. Ну, сколько вот кубиков, столько их. И это означает, что можно каждому кубику настраивать свои физические параметры. Мы сейчас вернемся к этому. И давайте вот этому кубику тоже назначим Rigid Body. На самом деле можно было сразу всем, но я его выделяю, потому что он у нас будет в сцене работать. Все, и теперь смотрите, давайте перейдем, поставим здесь 0 кадров, здесь 500. Давайте запустим. Ничего не происходит. Почему? Потому что у нас нету силового поля в сцене, а именно гравитация. Без гравитации будет все как в космосе. Поэтому давайте выделим наш Active Rigid Body, именно на что мы хотим, чтобы гравитация влияла. И вот здесь Fields, поля, найдем Gravity. Все. Смотрите, ну, Gravity, значит, у нас сейчас все работает. Так, все работает. Мы Passive назначили на этот пол. Возможно, промазал. Ладно. Вот, все работает. Но сразу скажу, что Gravity Field работает в Maya довольно странно. Вроде как 9.8G здесь значение, но оно всегда почему-то довольно ощущается слабо, поэтому я всегда чуть больше ставлю.
там вплоть до 100. Вот, ну и все. В базовом плане вы можете видеть, что физика уже начинает отрабатывать. Вот. Почему кирпичи так себя ведут? Ну, у них есть некое расстояние между кирпичиками. Вот. И у них, у каждого кирпичика есть понятие, если зайти, вот давайте пока закрою это, если зайти в настройки физические, вот мы можем увидеть здесь вновь созданные ноды. То есть вот этих вот 3 нод по умолчанию нет. То есть это у нас шейдинг нода, shape нода и там transform. Но вот этих 3 нет. Значит, создается нода time на каждую, она отсчитывает время. Rigid Solver — это единственная нода на всю сцену, она отвечает за всю физику в сцене. Здесь, и здесь как раз, ну, сейчас скажу быстро, а это уже каждая отдельная нода, в каждом кирпичике у нее, вот, Solver ID, у нее свой нейминг. Вот если мы зайдем в Rigid Solver ноду, которая отвечает за всю физику, вот здесь есть Collision Tolerance. То есть что это значит? Это с помощью этого параметра можно выставить значение, на котором будут начинать взаимодействовать между собой физические объекты. То есть если поставить здесь большое значение, будет зазор между кубиками большой, и они уже начнут сталкиваться друг с другом. Можно поставить здесь 0,01, тогда это все дело будет очень плотно стоять друг на друге. И на самом деле вот 0,2, оно довольно идеальный параметр. Я бы его не менял, потому что по какой-то причине, когда ставишь другие параметры, бывает тормозить сильнее начинает. То есть, ну, здесь уже за нас поставили нормальные параметры. Хотя можете поиграться со всем этим делом, и там Solver Method, может, какие-то более производительные будут. Ладно, ну мы не будем сейчас про это. Давайте вернемся в нормальную ноду, отвечающую за все это дело. И самое, вот если каждый кирпичик выделить, здесь самый, наверное, важный параметр — это масса. То есть если, например, сейчас вот, ну, грубо говоря, каждый кирпичик весит по килограмму, можем сделать вот этому 5 килограмм, чтобы он у нас как-то влиял на них больше. Посмотрим, может там даже, не знаю, давайте пока 2 килограмма, то 5 может многовато. Вот. Здесь есть параметры, вон там центр массы, сделать, чтобы он просчитывался, чтобы с партиклами были взаимодействия, если вы с партиклами с эмиттерами работаете. Ну, здесь еще есть дополнительные параметры, вот почему эти объекты вот так вот трясутся и в итоге падают, потому что у них здесь, у каждого объекта есть вот, например, bounces, то есть отскок. Ну вот если тут это все у каждого кирпичика в 0 поставить, то, скорее всего, они перестанут резонировать, войдут в спокойное состояние. Там вот демпфер, например, если больше поставить демпфер, то наоборот будет успокаивать динамику. Ну, скольжение можно тоже в 0 убрать. Вот. Не забывайте, что все эти параметры можно ключевать. Можно в нулевом кадре поставить 0, а, например, в 10 сделать, что здесь будет уже единица. И таким образом можно это все сцену настраивать. Вот. И дальше, что у нас есть интересно? Это значит, вот этот у нас есть раздел интересный. И вот initial setting тоже. Ну, дальше здесь уже ничего прям такого. Здесь есть там, например, на что будут влиять силы, на bounding box. Bounding box, что это такое? Это когда у нас есть, например, сфера, к примеру, но мы хотим на нее накинуть физику, и видите, сфера довольно высокополигональная. Если мы на нее будем применять rigid body, она будет просчитываться долго, будет тупить. Но мы можем на самом деле у сферы использовать параметр bounding box. По сути, сфера будет восприниматься как куб. То есть вот этот bounding box, он будет как невидимым кубом. И будет ну, не как куб, а как очень-очень низкополигональная сфера, к примеру. И он будет просчитываться намного быстрее. То есть это, по сути, такая прокси-меш. Вот, ну, здесь можно попробовать. Вот сейчас в данном случае по умолчанию bounding box можно выставить вон по вертексам, это более правдоподобно. Там еще это центр массы, еще параметры. Ну, сейчас разговор не об этом. Значит, здесь у нас легче физику, наверное, вот тут настраивать. И здесь есть, например, такие параметры, как импульс. Вот если вы вот это сейчас поменяете, у вас будет каждый новый кадр происходить ускорение. То есть каждым новым кадром будет ваш объект ускоряться по какой-то из осей. И значение, которое вы здесь выставите, он будет перемножаться, и с этим значением будет ускоряться. Но нам нужно именно initial velocity, то есть единичное, скажем, ускорение, которое в самом начале, к примеру. А дальше пусть уже летит по гравитации.
Значит, нам нужно, чтобы этот куб, мы, конечно, можем проанимировать и ключами, но сделаем по физике. Нам нужно, чтобы этот куб влетел в стену. Ну, давайте вот initial velocity по z сделаем минус 20 и посмотрим, что будет. Вот, он уже влетает. Вот там чуть-чуть можно выше, попробуем минус 25. Вот. Вот так он разрушает стену. Давайте, чтобы он немножко красивее здесь выглядел, сделаем ему initial spin. То есть, поставим 100. Это начальное вращение, на 100 градусов. Там, в секунду, я так понимаю, скорее всего, не уверен. То есть вот он как-то там вращается в самом начале. Вот, по сути, вот такими разными параметрами вы настраиваете физику. Вот. Можно сказать, что практически все я здесь уже рассказал. Здесь ничего сложного нет. Если, возможно, кому-то будет интересно, как разбить, как сделать не вот такую вот стену, а как по-нормальному разбить на несколько кусочков mesh, здесь есть в разделе Effects есть Shatter. И здесь можно поставить, например, давайте по умолчанию. Так, для этого надо удалить историю. Вот, и он здесь будет как-то, сохраняем, правда, оригинала, он разобьет вам как-то здесь объект, вот, на куски, даже оставит внутрянку, тут в зависимости от того, какой выберете вот тут закладку, здесь можно выбрать, чтобы внутрянки не было, можно выбрать, чтобы просто трещины были. Вот, вы можете, конечно, вот таким образом себе разбить стену, но я не хотел это использовать сейчас в физике, потому что оно сильнее будет тормозить. Вот, здесь в настройках есть количество кусков, сейчас 5 по умолчанию. Это рандомайзер, seed value, это просто, по сути, он будет разные куски будут по-разному выглядеть, любое число можете ставить, никакого значения число не имеет. Вот это типа, насколько вот внутрянка и насколько вот это вот все разорванные куски, они будут такие, знаете, как бы неровные, как здесь, как стекло, а такие испещренные. Но у меня, к сожалению, почему-то Maya вылетает, если я делаю больше, чем 0. Возможно, из-за моей видеокарты, у меня интеловская. И крайне редко, но могут какие-то приколы быть. Вот. Значит, это все, что, наверное, в плане физики пока я хотел сказать. Давайте еще к интересному моменту вернемся и чуть-чуть разнообразим все это дело. И сделаем такую вещь, как флюиды. Значит, что такое флюиды? В отличие от обычной динамики или от, допустим, партиклов, флюиды это такая, это можно сказать, воксельная анимация. То есть, если вот здесь присмотреться, здесь есть 3D-контейнер и 2D-контейнер. И мы можем создать, вот давайте создадим 3D-контейнер и можем видеть, что вот создался такой куб. И вот в этом кубе у нас, вот видите клеточки? Вот каждая клеточка — это отдельный воксель. Воксель, что такое воксель? Вот есть пиксель у вас на экране, а воксель — это, по сути, трехмерный пиксель, то есть вокруг него вот так можно камерой полетать. И вот сейчас у нас, получается, здесь 100, скорее всего, 100, да, здесь у нас 100 клеточек в сумме, то есть, получается, в сцене у нас 100 на 100 1000 вокселей сейчас в данный момент. И с помощью вот этих вот, они еще слайсы называются, с их помощью можно делать какие-то атмосферные эффекты, как облака, например, там, или разные диффузию газов, жидкости, моря, океаны можно с помощью этой всей штуки сделать. И можно заставить даже взаимодействовать с объектами все эти дела, то есть флюиды. Давайте сделаем что-то очень простенькое, чтобы не было... потому что, чтобы делать что-то сложное, во-первых, это лучше делать в Houdini, во-вторых, Maya, нужно будет кэшировать много, чтобы оно не тормозило. И потом в итоге каждый какой-то эффект, например, если мы будем делать падение метеорита, то каждый эффект, к примеру, само падение, нужно делать отдельно, рендерить его, потом, к примеру, делать взрыв отдельно, потому что если вы все сразу сделаете это в одной сцене, оно будет так тормозить, что вы просто не сможете работать. Это потом нужно будет уже на постобработке соединять, там по пасам это все дело рендерить. Вот, давайте сейчас поставим чуть больше, сделаем чуть больше этот наш куб, чтобы хоть чуть-чуть было видно, что там происходит с ним. Вот, можно по высоте его сделать меньше, 12, например. Чем больше вот эти все значения, тем больше, конечно же, это все дело тормозить будет. И здесь поставим, например,
значение разрешения 50. То есть до этого у нас, как мы считали, было 10 на 10, то есть в сумме 1000 трехмерных слайсов. Сейчас их стало в 5 раз больше. Вот. Ну и, конечно же, это все дело будет тормозить. Вот сейчас, смотрите, если сейчас запущу анимацию, вот ничего не будет происходить. Будет, максимум, что будет, это вот из эмиттера, это внутри, если здесь раскрыть fluid контейнер, здесь внутри есть эмиттер. Он сейчас испускает какие-то, вот просто какой-то газ, ну типа как дым. И дым этот ограничен, естественно, нашим этим контейнером. Но здесь можно выставить, например, вот граница, там, к примеру, по Y, уберем, вообще не будет. Вот, и теперь, естественно, дым будет уходить в никуда, вверх. Пока давайте так оставим. Вот, можно другие тоже ограничить. Значит, дальше, что мы здесь можем выбрать? Мы будем работать с температурой. Вот, с фуэлом мы не будем работать. Честно говоря, не могу я сильно рассказать, что такое fuel, потому что, ну, это топливо, понятное дело, но он в мае довольно странно работает, и я так подозреваю, не будем мы его сейчас обсуждать. Вот, давайте дальше. Значит, быстро по всем разделам. Ну, дисплеи здесь, просто качество этих вокселей, как они будут отображаться на экране, не сильно здесь оно зависит визуально от этих параметров, потому что, ну, лучше все это дело потом смотреть на рендере. Сейчас лучше пусть оно будет как вот по умолчанию, чтобы хоть какое-то было превью, чтобы хоть что-то было видно. Так, и, наверное, чтобы меньше тормозило, я вот здесь поставлю 40, а не 50, потому что у нас еще динамика. Вот, давайте я не буду здесь ходить по всем, быстро очень расскажу, потому что вы видите, сколько их здесь еще, если раскрыть, там еще есть, вот, например. Вот. Значит, Dynamic Simulations — это, думаю, понятно из названия, это там гравитация, вязкость, friction. То есть здесь у нас используются не силовые поля, а именно внутренняя своя динамика, именно контейнера, то есть оно немножко разное. Кстати, я обещал рассказать про силовые поля. Давайте пока, наверное, не начал делать флюида, я захайджу флюида и быстро покажу силовые поля. Смотрите, если мы выделим, да, перепрыгнул, но будет интересно. Если мы, например, выделим эти объекты, и мы, например, кроме Gravity назначим сюда такое силовое поле, как, давайте Turbulence. Так, Turbulence. Давайте, наверное, так не могу понять, почему он не назначается. Возможно, да, возможно, не обязательно похоже, что выделять каким объектом. Он, наверное, влияет на все объекты в сцене. И, скорее всего, здесь у нас в настройках этого поля силового выставлено нету вообще расстояния до объекта, или оно в 0 выставлено, что значит влиять на всю сцену. Нет, здесь есть distance, вот он, use max distance. Мы можем поставить, на каком расстоянии будет влиять. Ну, пока что попробуем 5, глянем. И, значит, field у нас создался в центре. Вот, и что, если мы теперь все дело запустим, ничего не происходит, потому что у него слабая, скорее всего, магнитуда. Поставим 500. Так, тоже ничего не происходит. Поставим больше расстояние, 500 сантиметров. Ничего. Давайте поставим столько. Тоже ничего. Так, что могли забыть? Use Max Distance отключим. Нет, не влияет. Так, давайте еще раз удалю и создам, значит, его... Не хочет он создаваться. Ладно, давайте тогда попробуем Vortex. Так, и поставим здесь магнитуду 500. Интересно. Так, давайте глянем, что у нас происходит в скрипт-эдиторе, когда я назначаю Vortex Field. Или униформ. Так, а на один назначается, а если на все...
Скорее всего, из-за того, что я назначаю. Смотрите, в чем ошибка. Я здесь, когда вот так выделял, я здесь выделил Gravity Field. Ну, конечно же, на Gravity Field не может назначаться силовое поле, потому что оно само является силовым полем. Все, сейчас, по идее, должно заработать. Сразу здесь поставлю побольше значения. Да, наверное, переборщил немного. Попробуем 50. Так, и здесь давайте поставим ось, по которой будет дело это все срабатывать. Ну и max distance тоже, например, 50 сантиметров. 50 сантиметров, наверное, мало. Так, значит, здесь поставим 100 магнитуда, поставим 500 сантиметров. Можем уже чуть-чуть видеть некоторые происходящие вещи. Вот, но это уже оказалось слишком. Так, значит, давайте здесь так. По сути, вот динамика так и работает. Вы некоторые моменты методом перебора подставляете. И можно сделать, например, проключевать, что до 15, там, например, до 15 кадра здесь магнитуда 0, и поставим ключ. И в 15 кадре, например, у нас 150, или там в 16, вернее. Вот. Вот, и в момент, когда это дело у нас вылетает, происходит вот такая вот вещь. Вот, например, там уже здесь где-то оно будет снисходить на 0. То есть будет ослаблять поле. То есть оно его подкинет сейчас, и все. И потом это все дело осыпется. Вот. Также можно добавить сюда, например, кроме униформы, там тот же Turbulence. Глянем, что будет. Много. То есть эти филды я быстро очень покажу. Давайте здесь тоже в 15 кадре, к примеру, у нас здесь set-key у нас будет 0, а в 16, к примеру, 50. И max distance тоже поставим 100. Вот, ну и потом, к примеру, на где-то каком-то здесь кадре уходит на нет. Вот, ну то есть вот такими вещами вы можете раскидывать объекты ваши, как-то их там крутить, вращать. Здесь настраивается, вот и кривыми тоже можно это все настроить. Тут частота колебаний. Вот. Думаю, с этим можно поиграться. Давайте теперь вернемся, это все дело мы оставим, вернемся сюда, в наш Fluid контейнер. Значит, как я уже показал, здесь у нас происходит просто дым, и мы закончили на разделе Dynamic Simulation. Давайте посмотрим, что дальше. Значит, Liquids, если здесь поставить галочку, это у нас будет уже симуляция жидкости. Ну, там на самом деле надо это все дело настраивать. И можно сделать, к примеру, если поставить, то некоторые настройки здесь покрутить, то вот этот дым, он немножко начнет похожий быть на такую, как вязкую субстанцию, как будто это жидкость. Мы не будем сейчас это использовать. Вот, просто быстро здесь покажу. Еще интересный раздел — это After Resize. Это если поставить, то этот куб, он, видите, он будет увеличиваться в размерах и именно в ту сторону расти, в которой эмиттер испускает свои флюиды. Вот. Ну, не будем пока... Хорошая галочка, она для производительности очень нужна. Не будем пока ее трогать. Пока будем работать чисто в ограниченной среде контейнера. Self-attraction, ну, это влияние друг на друга. Вот, ну и, наверное, здесь один из самых главных — это вот Content Details раздел. То есть, если здесь дальше уже пройти, здесь есть нужные интересные вещи, но не настолько. Наверное, самая здесь важная дальше будет вещь — это вот этот шейдинг. Здесь будем выставлять цвет дыма. Вот.
И дальше это у нас будет раздел Lightning. Сразу поставим галочку, и уже если поставить галочку, здесь можем увидеть, что дым у нас чуть покраснел и даже какую-то тень приобрел. Вот. И все, давайте пока приступим, чтобы хоть что-то видеть. Самое главное, как я уже сказал, нам нужно будет вот зайти в Content Details. Здесь это все дело настраивается. И сразу попадаем в раздел Density, то есть это плотность этого дыма. Ну, давайте сразу повысим его до 30, к примеру. То есть вот уже видно, что он такой плотный, прям как ядерный гриб. 10 поставить, ну, немножко будет такой более мягкий. Но смотрите, мы сейчас то испускаем этот дым из центра нашего куба, а нам то, что надо. Нам надо, чтобы дым испускался вот отсюда. Поэтому здесь, если выделить вот контейнер, выделить куб, здесь в разделе Fluids есть Emit from Object. Когда мы вот так сделаем, здесь создается дополнительный эмиттер вот в самом кубе. А этот эмиттер можем удалить. То есть у нас эмиттер в кубе уже есть. Вот. И теперь, когда куб влетает в область, вот за ним продолжает двигаться дым. А вот такие вот ступенчатости, не обращайте внимания, это из-за того, что мы, по идее, должны кэшировать это все. Вот. И тогда оно, если будет закэшировано или в рендере, это будет нормально выглядеть дым. Сейчас просто так как кадров в секунду количество снижается, так происходит рваными кусками. Давайте дальше настроим. Выделяем опять наш этот контейнер. Значит, Density Scale пусть 10 будет. Ну и тут параметры пошли. Там, к примеру, там, плавучесть, рассеивание этого дыма, там диффузии разные. Там noise можем попробовать поставить единицу. Напряжения разные. Вот, ну тут есть и поинтереснее, например, swirl. Если поставить 5 и noise, то дым наш будет немножко вот такие вот приобретать эффекты, как бы разорванности. Смотрите, сейчас мы быстро некоторые параметры, там turbulence, например, можем поставить, ну, не знаю, 0,3. И вот температура, интересный параметр, можно поставить 50. Ну, то есть это насколько будет нагрет дым. И как можем видеть, чем больше мы здесь ставим температуру, тем более желтым и красным становится дым. Ну, то есть, как и в физике, если поставить 5000, то он будет белый, прям вообще практически светиться. Ну, то есть это, по сути, температура света. Ну, и от того, что я увеличиваю температуру, видите, дым начинает очень яростно стремиться вверх, потому что нагретые тела, они стремятся вверх. То есть, по сути, здесь попытались сделать приближенно к физическим этим всем процессам. Поставим меньше. Вот, ну и тут тоже у нас есть давление, к примеру, то есть если глянуть и дальше тоже там есть давление, вот density pressure, например, но это разные. Вот, видите, я переборщил. Таким вот образом и взрывы делаются. Вот, это я переборщил с давлением. Ну, посмотрим, что будет, если 5 поставить. Тоже. Вот, ну вот, на самом деле, вот так это все потихонечку настраивается. И здесь тоже можно ключевать. Например, допустим, в 15 кадре у нас, к примеру, давление 0. Поставим ключ. Дальше в 16, к примеру, единица. И там в 18 опять 0. Но только здесь минус в чем? Что давление, оно применяется на всю область нашего вот этого куба. И, соответственно, проблема будет в том, что когда вы будете вот в этот момент резко увеличивать давление, оно будет везде здесь увеличиваться. Поэтому я же говорю, что отдельно делается эмиттер для влетающего объекта, потом этот влетающий объект рендерится отдельно, и отдельно делается эмиттер для самого взрыва. Именно уже в момент попадания объектов друг в друга. И, к примеру, уже все вот эти кубики в следующем контейнере, они тоже как-то там разлетаются, от них тоже идет какой-то дым. Вот, ну, давайте, наверное, несколько кубов возьмем, так вот, немного, потому что если много взять кубов, он будет сейчас тормозить. И тоже сделаем их эмиттерами. Сделаем, чтобы emit from object. То есть сейчас из них тоже будут испускаться дым. И давайте сделаем, чтобы в 15 кадре, к примеру, вернее, было 0, а в 16 начинало испускаться дым, ну, в момент столкновения. И смотрите, вот можно в каждом кубе выделить эмиттер, и у эмиттера тоже свои есть отдельные настройки. То есть здесь можно вот подобавлять разные параметры. Там density method,
допустим, чтобы не имитировал density. Вот. И, к примеру, можно здесь поставить, к примеру, 0. Кто ж там так хочет поиграть? Надеюсь, он поиграл. Здесь поставить 0, проключевать. А вот здесь поставить единицу в 16. Ну и так, соответственно, для каждого объекта здесь 0. Ключуем. Здесь 16. И в каком-то мы еще там не сделали. Ну, здесь 16 и на кадр ниже 0. А, да, ключ же надо поставить. Вот, и теперь они тоже будут испускать, сейчас, наверное, будут тормозить. Они тоже будут испускать газ. Вот, но нам нужно сделать, чтобы они в какой-то момент прекращали его выпускать. Ну, вообще, чтобы все это дело тут прекращало. Можем сделать, например, что где-то вот уже вот в этом кадре density, к примеру, поставим ключ, density уже сходила на нет. То есть если здесь density у нас 10, то есть у нас здесь не были ключи поставлены, там 10, к примеру. Например, в момент столкновения давайте даже будет, я не знаю, 40. А здесь у нас уже сходит на 0. Так, ну, наверное, слишком быстро мы сошли на 0. Вот. И теперь давайте, наверное, может, чуть поинтереснее сделаем, потому что оно не совсем правдоподобно выглядит, он просто вверх поднимается. Попробуем его там как-то прижать к земле немножко. Так, наверное, это не тот параметр немного. Температура поставить попробуем поменьше. Потому что благодаря температуре происходят вот такие эффекты, при которых дым резко устремляется вверх. Температуру тоже можно проключевать, тоже все это дело делать. Так, турбулентом, чем можно его опустить? Давайте посмотрим. Так, это у нас curl. Возможно, попробуем с верлом. Пробуем 50. Не, это много. То есть вот такая вот, по сути, с динамикой работа, что мы потихонечку все это дело тестируем, смотрим, как оно будет. Вот если вы очень часто работаете с динамикой, то, соответственно, у вас набивается рука, и вы уже лучше знаете, какие параметры быстрее настроить, чтобы оно все это выглядело нормально. Speed, scale. Так, ну попробуем, давайте, если здесь у нас температура 10, то, к примеру, здесь она уже 0. Сейчас глянем, как оно будет. Просто в дым уходит.
Посмотрим, какие здесь еще можно покрутить. Velocity работает своеобразно. Вот, ну и если вот здесь, как вы уже видели, задать вот такие параметры и теперь поставить галочку Authorize, то можем получить вот такой эффект. Пробуйте, может вам понравится эта тема. Вы перейдете на Houdini, будете делать красивые спецэффекты.